Здравствуйте, Александр. Есть ли у вас псевдоним, под которым вы работаете? Да, добрый день. Псевдоним у меня Uncle А, что в переводе на русский язык обозначает дядя А. Почему А? Это первая буква моего имени, Александр. Когда вы решили заняться творчеством и почему? Ну, творчеством я занялся где-то пару лет тому назад. Вот. У меня есть племянница, которая поет, Анастасия Спиридонова. Вот. И как бы, наверное, она меня немножко вдохновила в этот процесс. В принципе, так случайно все получилось. С друзьями сидели, тоже из сферы там, шоу-бизнеса, так сказать, да. Вот. Я писал раньше стихи, решили попробовать написать на них музыку. Ну, все получилось, так и пошло. Анастасия Спиридонова – это ваша племянница. Она известная нашему зрителю Да, как участница. это моя племянница, моей сестры, дочь. Не страшно быть успешному юристу и вдруг неожиданно стать, обнажить, стать артистом и обнажить перед людьми свою душу? Да нет, вообще не страшно. Так получилось. Это вообще здорово, на самом деле, когда в жизни что-то меняется, это вообще классно. Ну, вы как-то к этому долго шли или это произошло неожиданно? Запели? Нет, ну я, допустим, наверное, не мечтал, как там говорят, да, то есть мечтал на сцену выйти, там, петь. Я не думал об этом. Ну, так получилось, то есть мне это нравится. Ну, наверное, когда-то в юности я думал об этом, можно так сказать. Я, кстати, еще учился когда-то в первых классах в школе, вот, в музыкальной школе, поэтому что-то начал вспоминать с того времени. А тема ваших песен какая в основном? У меня о любви. Вот, да, практически все песни о любви. В моих песнях, наверное, можно услышать, каждый, наверное, немножко найдет себя, какие-то там моменты из жизни. Ну, вот так получается. Я пишу их везде. То есть у меня уже песен более 30, вот, а стихов еще, то есть текстов очень много, которые еще в работе у меня. То есть мы еще что-то новое услышим и не раз. Да, даже вот 6 июля в Сочи будут представлены 2 новые песни, которые я написал недавно. Сколько лет длится ваша юридическая практика и продолжаете ли вы работать в этом направлении? Ну, где-то более 15 лет, если так посчитать. Может, побольше даже. Вот. Ну, консультирую друзей. Иногда. Ну, наверное, для них это было неожиданно. И для Ну, ваших для многих, клиентов. наверное, неожиданно было, что я ушел в такое творчество. Вот. Некоторые вначале, наверное, как-то, может быть, даже чуть-чуть подсмеивались, шутили надо мной. Вот. А потом уже, когда поняли, что это серьезно, сейчас это мои, грубо говоря, первые поклонники. Для кого вы поете? Кто ваш слушатель? Ну, естественно, для всех людей я пою. Вот. Но у меня, наверное, все-таки аудитория от 20 и старше. Вот. Потому что у меня все-таки такие песни, наверное, именно о любви, которые вот немножко имеют свою историю. То есть я не пишу как бы специально как вот придумал там и сразу сел писать. Нет, у меня наступает какой-то момент вдохновения. То есть я вот сел на балкон и написал. Еду в поезде, написал, еду в самолете, написал. Так вот идет, вот, это какой-то порыв такой есть, наверное, к творчеству. Вот, поэтому так получается. Я знаю, что вы много путешествуете. В каких странах вы побывали? Ну да, я, наверное, более 76 стран я посетил. Вот, практически я был везде, там, за исключением. Ну, стран-то гораздо больше, конечно. Вот, но в основных таких странах, в Азии, в Австралии, в Южной, Северной Америке, в Африке, практически во всех странах. Что из увиденного вас впечатлило? Какая страна запомнилась? Или место какое-то? Ну, страны сами по себе, они все интересны, потому что это все-таки разные народы, своя культура определенная, в том числе кухня национальная. То есть, но интересно мне, конечно, очень понравился это остров Маврикий. Вот, Кения очень понравилась. Ну, из Азии, конечно, наверное, Таиланд. А в Австралии это вообще другая планета, то есть вообще люди другие даже. Если бы вы выбирали, какую точку мира вы выбрали для Вы знаете, я проживания? какое-то время, небольшое время жил за границей, вот, поэтому я, наверное, уже не выберу никакую страну, потому что я дома лучше, в России лучше.
Кстати, о языке. Поете ли вы на английском? Я говорю на английском языке, но не пою. То есть, наверное, то есть для себя какие-то песни я там напеваю, которые знаю там известных исполнителей. Но не пробовал я еще писать на английском языке. То есть не думал об этом. Александр, что нужно делать, вот совет для начинающих музыкантов, авторов, певцов? Что нужно сделать? Как вот решиться во взрослом, да, вот в таком обдуманном возрасте начать петь? Какие первые шаги? Ну, вначале должно быть желание, мне так кажется. Потом нужно просто поверить в себя. Вот, и пробовать, верить, идти вперед. То есть и все получится. Как у вас произошел этот прорыв? Где вы записали первую песню? Интересно, как это произошло? Первую песню я записал в Москве, а вот первый клип я записал как раз в Сочи. На пляже Мамайка. Вот, на одном из пляжей Мамайки. Вот, первый клип мой здесь был записан, да. Вот. А первую песню это в Москве написал, да. Кстати, о клипе, который был снят в Сочи. Какая тема, что именно в клипе, какие там действующие герои? Это о любви. То есть там только один я в кадре, там какие-то пейзажи морские, в том числе там снимали с квадрокоптера. Вот. Песня о любви. Александр, где прошел вот ваш первый большой концерт? Первый концерт прошел у меня в Москве, в концертном зале Измайлова. Это такой 1000-й зал, хороший зал. Я был немножко удивлен, на самом деле, ну как удивлен, приятно удивлен. Зал почти был полный. Вот, то есть пришли меня как на неизвестного артиста, достаточно пришло очень много людей на концерт. Вот, и мы там позажигали нормально. То есть у меня были гости. В гостях у меня был Владимир Крыш, Ольга Ривьера, Руденко Артур и, естественно, Анастасия Спиридонова. Мы там немножко так зажгли, так публика была, я думаю, что очень довольна. То есть было очень много хороших отзывов. Вот, и, ну, аншлага в зале, естественно, не было, но были очень бурные аплодисменты и со сцены не отпускали. Поддерживают ли вас ваши близкие в творческом пути? Да, вы знаете, да, очень поддерживаю. Даже вот сейчас на концерт, который состоится 6 июля в Зимнем театре, приехали мои родственники, близкие друзья, то есть какие-то даже поклонники. Я знаю, что приедут. Приедут. Я знакома с вашей страничкой в Инстаграме. Давайте пригласим всех зрителей, ваших поклонников на концерт в Сочи. Какого числа? Время обозначим точно. 6 июля в 19:00 в Зимнем театре города Сочи пройдет мой авторский концерт для тебя. Приходите. Ну что, спасибо большое, Александр. Обязательно придем на ваш концерт. Спасибо. Всего доброго.